Международный аэропорт Рафик Харири в Бейруте — единственный пассажирский и грузовой аэропорт в Ливане. Поэтому он всегда переполнен людьми, желающими посетить эту ближневосточную страну. Через терминалы этого аэропорта ежедневно проходят тысячи людей, перевозится огромное количество грузов и разнообразного багажа, отправляемого во все стороны света. При таком грузо- и пассажиропотоке первостепенное значение имеет безопасность. Поэтому за безопасностью и порядком следят множество полицейских. Но есть еще одни незаметные и мало кому известные служители правопорядка собаки-поисковики, получившие специальную подготовку. Они помогают обнаруживать подозрительные посылки или багаж, содержащий запрещенные предметы. Это могут быть наркотические или взрывоопасные вещества и даже крупные суммы денег. Такие собаки обучены улавливать нужные запахи и сообщать об этом кинологам без лая и создания шума. Когда собаки что-то находят, то устремляют свой нос и взгляд на подозрительный предмет, оставаясь при этом неподвижными. Кинолог, сопровождающий пса, замечает изменения в поведении животного и организовывает проверку обнаруженного багажа. Система простая, но проверенная временем и работает практически безошибочно. Когда один такой пес проходил по зданию аэропорта, никто не обращал на него никакого внимания, прекрасно понимая, что питомец на службе. И как бы не хотелось погладить и приласкать добродушное животное, делать этого было категорически нельзя, чтобы не мешать ему и полиции. Поэтому проходящие мимо люди могли только улыбаться кинологу, сопровождающему собаку. Внезапно в грузовом терминале собака уставила мордочку на один из ящиков, проходивших через терминал. На ярлыке значился пункт отправления Казахстан. Посылка поступила несколько дней назад и ждала отправления по дальнейшему маршруту. Собака замерла, молча устремив взгляд на коробку. У полицейского не оставалось сомнений, там явно находилось что-то незаконное. Собака-поисковик редко ошибается. В практике офицера еще не было такого случая, чтобы она ошибочно выделила какого-то пассажира или груз. Кинолог скомандовал и разрешил собаке подойти ближе. Но та неожиданно запрыгнула на ящик, который был довольно большой. Она была похожа на другие ящики и коробки, поступающие в аэропорт, поэтому визуально подозрений не вызывала. Единственное отличие, которое заметил полицейский при очень внимательном рассмотрении, несколько небольших отверстий по периметру. Пес не мог сдерживать свое волнение, был подвижен и немного поскуливал, посматривая на хозяина. Стало понятно, внутри ящика находится то, что привлекло собачье внимание сильнее, чем запрещенные вещества или большие суммы денег. Кинолог стал обдумывать свои дальнейшие действия и готовиться к досмотру. Вокруг ящика уже собрались другие работники аэропорта. Они аккуратно подняли ее с пола и осторожно перенесли на стол для осмотра. Все прекрасно понимали, что внутри могут находиться в том числе взрывчатые вещества, поэтому действовали крайне осторожно. Любое неосторожное движение могло привести к печальным последствиям. Перед тем, как совершать какие-либо дальнейшие действия, вызвали группу саперов, нужно было просканировать содержимое. Конечно, вероятность нахождения взрывчатых веществ небольшая, ведь ящик находится в аэропорту уже достаточно долго и проверялся не один раз. Но рисковать никому не хотелось. Все присутствующие покинули помещение и ждали окончания проверки саперной группы. Только поисковая собака все рвалась вернуться к ящику, что было очень странным для такого дрессированного пса. Кинолог никогда раньше не замечал подобного поведения своего питомца, а они работали вместе много лет. Странное поведение служебной собаки пробуждало у офицера различные опасения и предположения, что же такого особенного находится в этом багаже. Пока саперная группа проводила сканирование и проверку ящика, полицейские обсудили свои дальнейшие действия.
Было решено медленно и аккуратно вскрыть его. Когда это было сделано, и присутствующие смогли заглянуть внутрь, удивлению их не было предела. Эти офицеры с большим жизненным опытом много чего видели на своем веку: деньги, наркотики, взрывчатку, контрабандные товары всех видов и размеров. Но такого никогда. Внутри ящика находились два маленьких тигренка. Они прятались в опилках и выглядели крайне истощенными и слабыми. Было видно, что они сильно измучены и уже длительное время находятся в этой коробке. Неудивительно, что песик так рвался к ним. Малыши были очень напуганы ярким светом, шумом вокруг них и множеством людей, обыскивающих грязный ящик. Никто не мог предположить, как долго они здесь находятся. Но было ясно, что очень давно, несколько дней без пищи и воды. Повсюду были их испражнения, опилки пропитались мочой, по стенкам ползали черви и какие-то насекомые. Удивительно, что никто раньше не замечал этого вонючего ящика, ведь запах при открытии был просто ужасен. Была немедленно вызвана служба защиты животных. Ее представители забрали тигрят и поместили в специальный приют. Там им была оказана необходимая медицинская помощь. Сначала казалось, что животные после столь травматичных событий не выживут. То, что вообще они остались живы в этом ящике, казалось чудом. Тигрят назвали Тоби и Софи, это были мальчик и девочка. Их оставили жить в приюте. Они заслужили того, чтобы о них заботились и лечили. К счастью, их не разделили, оставили вместе. Что касается их происхождения, то полицией было установлено, что они были проданы из одного зоопарка в Казахстане и были частью помета из числа котят. Хорошо, что судьба этих двоих разрешилась благополучно. А что стало с их братьями и сестрами, неизвестно, ведь они, вероятно, были отправлены по другим адресам. Директор зоопарка был арестован и приговорен к долгому тюремному сроку. К сожалению, до сих пор практикуется такая контрабанда животных в условиях, совершенно не отвечающих безопасности и здоровью бедняжек. Вот какая история приключилась благодаря псу-поисковику, который качественно выполнял свою работу и спас двух маленьких тигрят.